Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели и товарищи в студии. Сегодня 29 октября 2018 года. Начнем с одного из самых популярных вопросов, за которые в том числе достаточно активно голосовали наши посетители. Вопрос от Юрия. Валерий Викторович, выход США из договора о РСМД – это усиление позиции Путина перед переговорами с Болтоном? Ведь теперь он менее уступчив. С другой стороны, Трамп дает понять европейским элитам, что они теперь тоже под ударом, и, возможно, это охладит пыл тамошних подпиндосников. Ракеты средней и меньшей дальности рассчитаны на размещение в Европе, а значит, удары в случае войны будут наноситься и по ним тоже, возможно, в первую очередь. Хотя, на первый взгляд, все это вызывает ощущение приближающейся войны. Или, возможно, Трамп таким образом переориентирует часть ядерного потенциала России на Европу, а США в таком случае сможет понести наименьший ущерб. В таком понимании для Трампа начало войны лишь вопрос времени, и надо лишь успеть. Нет. Все немножечко не так. Все немножечко не так. Действительно, в обществе нарастает ощущение войны. И это ощущение не беспричинное. Действительно, мир стоит перед вопросом, война будет или нет. Ведь нагнетаемая предвоенная истерия такова, что уже подавляющее большинство, если посмотреть по другим критериям, как был опрос, потому что там почти половина, 48% офицеров Соединенных Штатов уверены, что война будет в ближайшее время. Но там же были еще другие разделы, то есть вот эта категория, 48%, это подавляющее большинство. Они уверены, что будет война. И все это, безусловно, базируется на том, что реально происходит в мире. И в этом отношении нужно понимать несколько вещей. Почему происходит война? Вот, как она начинается, и роль Трампа вот в нынешнем нарастании напряженности. И в этом смысле нужно сказать следующее. Вот там переговоры с Болтоном. Я что-то не помню таких переговоров президента России по должности. Переговоров с помощником президента Соединенных Штатов. Таких переговоров не было в принципе. Болтон не та фигура, чтобы президент мог вести какие-то переговоры. Это не тот уровень. Это по статусу не то. Вот для Украины, для Германии там, и для Франции это да. Меркель, канцлер Меркель, с помощником президента, у нее действительно переговоры. Но у нас страна, пусть и обладающая не полным суверенитетом, но все-таки обладающая определенным суверенитетом, проводящая свою политику. И потому здесь переговоры президента, должность, повторю, потому что Путин, по сути, государь. Но должность называется президент. Президента России и помощника президента Соединенных Штатов невозможны в принципе. Но как же так? Мы же видели по телевизору, Путин сидит за столом с Болтоном, он о чем-то разговаривают и как-то вот разговаривают. Шутят, Путин там шутит много. Правда, от этих шуток пот холодный по спине, когда понимаешь, что изложено. Так вот, что же это было? Болтон – это гонец
доверенный гонец президента Соединенных Штатов. Гонец, который привез информацию, которую невозможно доверить другим средствам доставки информации. Как по скорости, по искажению, так и по ликвидации обратного действия других заинтересованных сторон. Болтон получил непосредственно от президента Соединенных Штатов определенные инструкции, и он должен был информацию, которую поручил ему президент Соединенных Штатов, донести в неизменном виде. И в этом плане действительно не роль Болтона привозить чего-то там, ветвь или прочее, это на переговорах может быть. Он всего лишь гонец, и он сообщил, что в его багаже привезенных сообщений оливковой ветви нет. Но это не значит, что он привез стрелы. Болтон сюда приехал и переговорил с огромным множеством чиновников. То есть за тот короткий визит это огромное множество. И министр иностранных дел, и министр обороны, и председатель Совета национальной безопасности. С Кудриным встретился. Вот. То есть он серьезно поработал. Он Путину привез информацию, он получил информацию от Путина. В чем же здесь ситуация? Договор по запрещению ракет средней и меньшей дальности – это непростой договор, как таковой может показаться. И роль Европы здесь исключительно роль, ну я не знаю как, жертвой не назвать. Ну, этот термин такой уже, хотя он как раз вот и обозначает. То есть Европа ничего не решала тогда, в 1987 году. Это Соединенные Штаты с Советским Союзом, два центра управления миром, два центра концентрации управления миром, между собой порешали и решили, да, сейчас уберем эти ракеты из Европы. Европа вздохнула, для них это хорошо, Европа не будет полем боя, просто не будет полем боя. Неважно, там, какие издержки от этого получила Россия, Советский Союз. Это ее проблемы, что проиграла, сдалась на милость победителя Соединенным Штатам. Это другой вопрос. Но то, что Европа получила для себя возможность дышать, их ведь никто не спрашивал. Захотели и разместили американцы там ракеты. Захотели, заключили с Советским Союзом соглашение, убрали. Какое дело Европы? Роль Европы быть только лишь исполнителем чужой воли и нести ущерб в случае наступления кризисной ситуации. И сейчас никто Европу не спрашивал. Ну не спрашивали Соединенные Штаты, хотят они возвращения ракет на свою территорию, не хотят. Они просто, президент Соединенных Штатов проинформировал Европу. То, что Путин сказал, ну теперь Европа в случае размещения этих ракет становится законной целью для России. Все, вариантов нет. Причем законной целью становится большей частью даже не Западная Европа, потому она как-то вот еще позволяет себе крутить, а, так сказать, новая Европа. Это страны, входившие в советский блок, и государства, типа государства, образованные на постсоветском пространстве, пост-СССР, то есть страны Прибалтики. 10 минут из Германии ракета летит или 3 минуты из Эстонии, Латвии и Литвы. Это совершенно другое соотношение ракеты. Это поэтому естественно. Но здесь надо как бы по малым государствам. Малые государства численностью до 10 миллионов человек не обладают своим государством. Никак, вообще никак. Но это вообще это большая, огромная тема.
что такое малое государство, что такое государство вообще, государственное строительство. Но здесь надо понимать, никто никакого мнения малых государств не спрашивает. Вот пример Южный турецкий поток. Что малое государство Болгария могла противопоставить давлению со стороны Соединенных Штатов, абсолютно выгодный для них поток, Южный поток. Они становились хабом, с ними начинали считаться, они политически становились более весомыми и экономически выигрывали. Получили приказ и выполнили. Почему? Потому что Россия не смогла поддержать Болгарию в том, чтобы она стала участником Южного потока. Ликвидировали Южный поток и не успели в декабре объявить о том, что в декабре 2014 года, что Южного потока не будет, а уже в январе началась практическая работа по созданию турецкого потока, причем по инициативе Турции. И население 80 миллионов, оно спокойно выдержало. Вот 7 миллионов у Болгарии, официально 5 там оценивают ее реальное количество населения, и 80 миллионов Турции. Но это, я говорю, это большая-большая тема, это не просто количественные параметры. Украина 40 миллионов, и что она из себя представляет? Тот же самый уровень, что Эстонии, с 1 миллионом. Так вот, не спрашивали Европу. Абсолютно не спрашивали. Их сейчас просто проинформировали о том, что, ребята, все, вы теперь законная цель для уничтожения России. Ну, потому что нам надо отвлечь от себя удар. Пусть вас уничтожают, что это мы там за океаном должны страдать? Мы, конечно, пострадаем, но если мы будем наносить удар с вашей территории, вас вообще в порошок всех сотрут, вас в пыль превратят, в ядерную. Вас не будет вообще. Но надо сказать, что в случае ядерной войны никого не будет. У нас нет концепции превентивного удара, а это означает только ответ на встречный удар. А поэтому концепции только удар будет нанесен тогда, когда уже принимать решение кому-либо будет некому на высшем уровне, когда всех предателей-генералов просто поубивают их хозяева заокеанские. И либо автоматика будет работать, либо лейтенант Иванов или майор Иванов, в зависимости от того, кто и как, на каком месте будет, нажимать на кнопку. Так что не будет никого в случае ядерной войны. И вот здесь встает вопрос, а как начинаются войны? Вот упрощение, что войны Запад или любая страна начинает только тогда, когда она считает, что не будет им причинен неприемлемый ущерб, но это упрощение на уровне дебилизма, ничего не имеющего общего с реальностью. Вот на этом уровне тогда невозможно ни Брестская крепость, ни блокада Ленинграда, ничего невозможно. Безусловно, этот фактор играет роль при проведении боевых операций. Но к политическому решению, будет или не будет война, это не имеет никакого отношения. От слова «совсем». Войны начинаются тогда, когда к этому готовы системы. Это первое. Войны начинаются в двух случаях. Вот так вот первое. Когда система готова с надгосударственного уровня, начинаются войны. И желание государств здесь только одно. Попытка выжить или как. Потому что вот Первая мировая война. Когда историки работают по Первой мировой войне, они все пишут, что войны никто не хотел, война была неизбежна. То есть какая-то внешняя сила толкала все страны к войне. И у Германии, которой предстояло сражаться на два фронта, абсолютно, вот от слова совсем, не было никакого ощущения, что у них будет какой-то
они победят без получения неприемлемого ущерба. Более того, Германия знала, что в случае развязывания войны Германия потерпит очень серьезнейший ущерб, вплоть до того, что Германия может прекратить свое существование. Это осознавали. И это выразилось в том, что когда посол Германии Пурталес вручал ноту об объявлении войны русскому министру иностранных дел Сазонову, плакал. Он реально понимал, что плакал. Вернее, что катастрофа на Германию двигается. Это понимали все сотрудники в посольстве. И получилось каким образом? Он вручил документ, в котором было два текста. Вот у посольства Германии было два текста. Одна нота в случае, если ультиматум будет принят и Россия откажется от мобилизации. Если ультиматум не будет принят, то будет объявлена война. И вот эти два текста были загнаны в один текст, который вручил Пурталес Сазонову. Вы понимаете, в каком напряжении должны были быть работники посольства, чтобы вот эти два текста загнать в один? Потом они это обнаружили в 4 часа утра. Вечером вручил, а в 4 часа утра Пурталес звонит и Сазонову говорит, какую часть текста считать нотой. Он понимал, к какой катастрофе идет страна, но плакал и министр иностранных дел Сазонов. Но он плакал позже, в Государственной Думе, выступая с трибуны Государственной Думы. Считается, что он плакал от радости, видя, какое единение народа и правительства. Однако деятельность Министерства иностранных дел под его руководством показывает, что он реально понимал, что последствия этой участия войны России в этих событиях будут для России катастрофическими. Но почему Германия пошла на это? А варианта не было никакого. Либо они принимают бой, и тогда у них есть шанс выжить и сохранить свое государство, даже воюя на два фронта. Либо они сейчас уже теряют полностью свой суверенитет. И как государство, и как нация теряют свою культурную идентичность. Не было варианта. Внешнее управление двигало страны и народы так, что война была неизбежна, и государственное управление ничего не могло сделать с этим. Ну просто совсем ничего. А почему оно не могло сделать? Дело в том, что правило достаточно общей теории управления говорит. Там сразу несколько. Значит, одно, значит, о том, что каждый в меру понимания работает на себя и на свои интересы, а в меру непонимания на того, кто знает и понимает больше. И еще одно, так и там еще это есть и такое, что использовать обстоятельства для достижения субъективных целей. А самое главное, все события происходят наилучшим образом, сообразно реальной нравственности и этике всех участников процесса. Но невозможно было в рамках той этики на межгосударственном уровне решить вопросы столкновения. И надгосударственное управление толкало страны и народы в Первую мировую войну, и государственное управление стран и народов ничего не могло сделать. И именно реальная нравственность и этика предопределяла это. Но Германия хотела жить, она сопротивлялась, понимая катастрофичность того, что она будет воевать на два фронта, и это будет
для нее катастрофа, она все-таки пошла на это и почти выиграла. Почти выиграла. Германия ведь не проиграла. Германия-то рухнула в результате внутреннего взрыва, который ей организовали. И предательство, кстати, элит. Не было капитуляции, было перемирие заключено. Так вот, почему война состоялась? Потому что с надгосударственного уровня вся система межгосударственных отношений, состояние государственных машин было выстроено таким образом, что война становилась неизбежной. Тот же министр Сазонов был одним из сильнейших пропагандистов, настаивал, убеждал Николая II объявить мобилизацию. То есть вся система была под это выстроена. И как бы там ни хотели другие участники, они вынуждены были в рамках вот этой этики, этой нравственной составляющей участвовать в этой войне. Вторая ситуация, когда состоится война. Когда эту войну развязывают дураки. Вот в воздухе пахнет войной с 2014 года. В 2014 году была самая опасная ситуация, когда американская страновая элита на основе опыта организации Первой и Второй мировой войны подготовили начало Третьей мировой войны. И состоялся Гляйвиц. Это сбитие Боинга над Украиной. Все было готово, система была готова. Но бойца нельзя держать долго в боевой стойке. Жизнь-то продолжается. И важно было не допустить войны тогда, в тех обстоятельствах. Ее не допустила дипломатия и общество России. Война не состоялась. Это был самый тяжелейший период. Разрулили буквально на бровях. Но это же не значит, что интересы американской страновой элиты исчезли в плане организации Третьей мировой войны. И они начали раскручивать. И задача сейчас у надгосударственного управления, у государственного управления, у президента России. Я как должность говорю. Когда говорю президент России, это должность я называю, чтобы не путали. Путин государь. Чтобы не оговариваться в будущем. И у президента Соединенных Штатов Трампа, принципиальное уточнение, у Клинтон были бы другие, потому что она на другие кланы, стоит задача не допустить развертывания Третьей мировой войны, развязывания. Но глобальные элиты и страновая элита Соединенных Штатов так закусились в Соединенных Штатах, что Трамп ограниченно дееспособен. И Трамп для того, чтобы побеждать на тех же выборах, то есть есть определенные процедуры, когда нужно их проводить, чтобы осуществлялось управление, он должен стать ястребом больше, чем его противники. Он должен быть антирусским настолько, что у его противников дух должно захватывать, чтобы они не могли его в этом плане критиковать. Ведь помните, его постоянно критикуют в том, что он агент России. Он должен это доказывать. Но это опасная ситуация. Страновики думают, что тем самым они загоняют Трампа в развязывание Третьей мировой войны против России. Они не верят, страновики, что предательская элита России нанесет ответно встречный удар. Она считает, причем не без оснований считает, что вся россионская элита сдохнет под американскими ядерными бомбами и ракетами, но не посмеет нажать на кнопку и ответить американцам. Потому что 30 кусков резаной бумаги зеленой для них милее Родины.
дороже Родины. И идет раскручивание, так скажем, когда пытаются загнать ситуацию в безвыходное положение, в неразрешаемое положение. И вот здесь нужен доверительный гонец, который приедет переговорить со всеми, а потом еще и получит полную... Почему Путину нужны были другие, такие как Лавров, специалисты? Потому что нужно было по полной программе гонца зарядить информацией. Было сказано для публики, а остальное было сказано ему. Гонец должен получить был любую информацию. Вот возник у него какой-то вопрос в связи с инструкциями от шефа. Или он позвонил шефу из кабинета. Он должен получить развернутый ответ. И не надо бегать. А вот что было бы? Вот побежали там за тем, за другим. Паника или что-то типа того. Или там вот для господина бегают. Ничего подобного. Это деловое совещание. Это гонец. Это генерал-адъютант, который прибыл от командующего. И, соответственно, этому он должен получить всю информацию о компании, чтобы донести до своего командующего. Надо разрулить эту ситуацию, провести. И этим сейчас и занимаются. А война действительно, да, в воздухе пахнет войной. И нужно не дать возможности дураку загнать ситуацию в безвыходное положение, когда полетят ракеты. Ну а для американцев, ну что? Вот вы представляете, что сейчас для той же Европы воспоминания о 80-х годах, когда Европа ничего не значила, но тогда был Советский Союз, и тогда как бы от американцев принимался зонтик. А теперь ради американских интересов подохнуть под русскими ядерными ракетами и бомбами? Нет. Тогда, значит, надо отстраиваться, тогда надо находить отношения с Россией. Надо как-то выстраивать управление Европой помимо воздействия американской страновой элиты. Цель глобального предиктора, цель Трампа, цель России, цель Европы у всех совпадает. И это надо делать.